Привет, друзья! В одной из предыдущих серий мне в руки попал самый настоящий паровозный чугунный свисток, который я восстанавливал для своего парового мотоцикла. Конечно, самым простым способом было покрыть его черной краской. Но, как говорится, мы не ищем легких путей, и в итоге я покрыл его латунью гальваническим способом. После чего мне последовало огромное количество вопросов, как это делать, какой ток, какой техпроцесс. И поэтому я решил отснять отдельную серию, где я все расскажу, все покажу. И после просмотра этого ролика у вас просто не может не получиться делать такое же. Ну что ж, а теперь давайте подробнейшим образом разберемся, как покрывать латунью железные детали. Для начала, конечно, ваша деталь должна быть тщательно подготовлена, ведь гальваника это не краска, которая заливает все щели и ухабы, поэтому перед нанесением латуни ваша деталь должна быть уже тщательно отшкурена и отполирована до блеска. Далее очень важно подобрать правильную емкость для электролиза. Моя заготовка была довольно-таки большая, поэтому у меня это началось с наращивания ведра. Пришлось из двух ведер сделать одно. Тут главное правило: емкость не должна быть металлической, иначе она непременно прореагирует до дыр. Далее нашу емкость следует обложить так называемой жертвенной латунью. Почему жертвенной? Потому что именно она будет участвовать в процессе и в итоге наноситься на нашу деталь. И тут есть одна очень важная тонкость. Вы должны сделать все таким образом, чтобы расстояние между вашей деталью и латунью было от 3 до 10 см и было приблизительно одинаковое на всех участках. Это очень важно соблюсти для того, чтобы плотность тока была на всех участках приблизительно одинаковая и равномерная. Поскольку речь идет об электролизе в домашних или гаражных условиях, огромное значение имеет доступность компонентов. Я нашел несколько разных рецептов, и практически во всех них используется какая-то трудновыговариваемая химия, которую я не знаю, откуда они ее берут и где в обычной жизни она может применяться. Поэтому для создания своего электролита я решил выбрать самый простой и старый способ. Дедовским методом, так сказать, химикаты для которого можно было бы достать в радиусе 1-2 километров от любого дома. И первый компонент, который понадобится для нашего электролита, это лимонная кислота. Она широко используется и в кулинарии, и как антинакипин. Я с легкостью смог приобрести нужное количество в первом попавшемся супермаркете. И второй компонент – это аммиачная вода, или, как ее еще называют, нашатырный спирт. С ним тоже у вас не возникнет никаких проблем, так как он продается практически в каждой аптеке. Еще вам понадобится блок питания постоянного тока. Очень важно, чтобы он был снабжен амперметром. Именно по его-то показаниям мы и будем настраивать режим. Сразу должен предупредить, что просто электричество из розетки вам не подойдет. Для создания электролита вам потребуется на 1 литр воды лимонной кислоты 60 грамм и аммиачной воды приблизительно 80 грамм. Почему приблизительно, объясню чуть-чуть позже. Высчитайте по пропорции, сколько вам потребуется электролита, и закупите необходимое количество химикатов. Когда все приготовления и закупки будут сделаны, можем начинать готовить наш электролит. Вообще, в этом старом дедовском способе использовался еще один химикат, который называется трилон Б. Или, если по-простому, динатриевая соль и этилендиамин тетрауксусной кислоты. Раньше, в советские времена, его можно было найти практически везде. Он использовался и как удобрение, и как чистящее средство, и даже в аптеках. Но в наше время, сколько я не искал, я почему-то не смог найти его вообще нигде. И хрен с ним, будем делать без него. Для начала в отдельную посуду наливаем горячую воду. В горячей воде гораздо лучше растворяются все ингредиенты. Затем высыпаем в это ведро всю отмеренную, заранее приготовленную лимонную кислоту и тщательно перемешиваем, чтобы не осталось никакого нерастворенного осадка. А с аммиаком уже все не так просто. Аммиачную воду нужно добавлять потихонечку, небольшими порциями, периодически помешивая и постоянно контролируя запах электролита. Как только электролит начнет пахнуть аммиаком, значит достаточно. Затем тщательнейшим образом обезжириваем нашу деталь ацетоном, переливаем все это варево в наше металлизированное ведро и погружаем туда деталь. Судя по названию, сразу понятно, что электролиз – процесс электрохимический. Для этого-то нам и понадобится блок питания. Присоединяем плюс к фольге, а минус к детали. И включаем блок питания. Ток выставляем таким образом, чтобы на детали активно начал выделяться водород. Если ваша деталь достаточно велика, а блок питания слабый, вы можете использовать несколько блоков питания в параллель, как, собственно, мне и пришлось сделать. Для своего чугунного 5-килограммового свистка я выставил ток 15 ампер, и набрал я его с помощью 2 блоков питания. И теперь ждем. Некоторое время никакого осаждения металла происходить не будет. Электролит должен приготовиться. И первым сигналом того, что электролит у нас готов, будет сильное почернение вашей детали. Не пугайтесь, это нормально.
Чистыми обезжиренными руками тщательно отмываем нашу деталь в теплой воде. И далее начинается самая сложная и самая тонкая работа. Нужно правильно подобрать ток электролиза. Латунь – это не что иное, как сплав меди и цинка. И физика электролиза такова, что при малых токах преимущественно осаждается медь. А значит, цвет вашего покрытия будет уходить в розовый и даже в красный. Если тока слишком много, по большей части будет осаждаться цинк. А значит, цвет покрытия будет светлеть и даже белеть. Иными словами, если не хватает тока, будет красное, а если его слишком много, будет белое. Зная это, вы легко сможете подобрать любой интересующий вас оттенок. Именно для моих габаритов деталей и моей плотности электролита идеальным током оказалось 11 ампер, то есть 4 ампера с одного блока питания и 7 ампер со второго. Чем больше площадь поверхности вашей детали, тем больше вам понадобится ток. Итак, вот как, по моему мнению, должен выглядеть самый правильный процесс электролиза. Погружаем деталь, выставляем приблизительные параметры тока и ждем 15 минут. По истечению этого времени вытаскиваем деталь, тщательно ее обмываем и контролируем цвет покрытия. Корректируем ток в нужную сторону и повторяем процесс следующие 15 минут. И такими вот 15-минутными этапами добиваемся требуемого оттенка и нужной толщины покрытия. И тут я должен рассказать об одном очень важном и опасном нюансе, который вас поджидает. Со временем ваш электролит будет, так сказать, вырождаться, а значит требуемый для вашего оттенка ток будет уменьшаться. Поэтому-то и важно постоянно контролировать его оттенок и корректировать ток. Конечно, электролит легко можно восстановить, добавив туда еще немножечко аммиачной воды. Но я не рекомендую вам так делать, потому что тогда полностью собьются у вас все ваши настройки оттенка и тока, и придется подбирать все заново. У меня ушло 6 часов электролиза, чтобы понять все эти тонкости и нюансы, так что, ребята, воспользуйтесь моими советами и не повторяйте моих ошибок. Еще старожилы говорят, что на процесс электролиза хорошо сказываются павы. В нашем случае это будет малюсенькая капелька ферри. Но, честно говоря, я попробовал и ферри, и комет, и какой-то особенной разницы не заметил. Но, тем не менее, если кто-то из вас будет экспериментировать, такой вот информацией делюсь. И вот такой получился бронзовый свисток. Я выбирал цвет между бронзовым и латунным. Конечно, хотелось больше латунный, но я подумал, что древность, паровозы, лучше что-то типа бронзового. Ну, собственно, после полировки он будет выглядеть немного иначе. Он имеет такую немного матовую текстуру, потому что это электрохимическая реакция. И посмотрим, что у нас в ведре. Я слил часть электролита. Тут мы видим, что фольга стала настолько тонкая, что местами вот аж рвется. Она вообще в волосинку превратилась. Свежая, она вот она. Здесь толщина, наверное, 0,3-0,4. То есть часть металла мы перевели на наш свисток. Ну а далее, друзья, все на ваше усмотрение. Можете оставить свое изделие матовым, можете покрыть лаком, а если вам хватило терпения наложить достаточно толстый слой, то можно его заполировать до зеркала, что, собственно, я и решил сделать. Ну вот, друзья, все, что узнал, рассказал, всем, чем был, и поделился. И теперь, как обычно, я жду от вас ваших комментариев. Делитесь своим экспериментом, своим опытом, и я думаю, в процессе такого общения мы с вами поймем идеальный техпроцесс электролиза. Ну а на сегодня у меня, друзья, все. До встречи на канале.